Друзья, что же такое NAS-сервер? Очень такое часто произносимое в некоторых кругах устройство, при этом никому ничего не понятно. Как мы будем взаимодействовать с этим самым NAS-сервером в разрезе Smart TV и Smart TV боксов? Ну и, конечно же, это все мега-мега простыми словами для тех, кто вообще не знает, что это такое. Потому что если вы хоть что-то знаете про NAS-сервера или используете их, то вам здесь абсолютно делать нечего, и вы можете спокойненько выключать это видео. Ну а для тех, кто не знает, что это такое, я покажу основной принцип взаимодействия NAS-сервера с домашним мультимедиа. И именно в разрезе мультимедиа мы будем с вами его рассматривать на канале Технозон. Так что поехали. Слушайте, ну я использую NAS-сервер дома. Это достаточно старенький NAS-сервер на один жесткий диск. Synology, это DS115, мега устарел. Но давайте так, я вам сейчас назову то, что он делает, и скажу вам одну вещь. Одна вещь это то, что я отказался от Smart TV боксов, практически отказался от Smart TV боксов у себя дома. У меня дома сейчас стоит один Smart TV бокс, а на других телевизорах их просто-напросто нет. Но при этом я смотрю фильмы через TorServe, при этом я смотрю фильмы, закачанные на жесткий диск, при этом я смотрю фильмы на любых устройствах. В частности, вы можете смотреть и фильмы на том же самом Apple TV, который мне, откровенно говоря, ненавистен, с помощью этого самого Synology. Что же такое NAS-сервер? Если мега простым языком, то это файл-сервер, ну не только файл-сервер, это сервер, который включает в себя файл-сервер и сервер каких-либо сервисов, ну в данном случае возможно мультимедиа, хранение данных и тому подобное на очень энергоэффективной основе. То есть давайте сейчас смоделируем с вами одну ситуацию, когда люди используют смарт-телевизоры без ТВ-бокса, например, давайте берем за основу LG. Они используют смарт-телевизоры и закачивают на жесткий диск в свой компьютер фильм, при этом расшаривают диск, потом по сети чего-то смотрят. Но, давайте я вам скажу так. Сколько потребляет компьютер, сколько часов круглосуточно он может работать и насколько это удобно. Это раз. Во-вторых, если я вам скажу, что на том же смарт-телевизоре люди просто-напросто пытаются смотреть через TorServe фильмы и при этом поднимают TorServe черт знает где. На смартфонах, ну не имея смарт-ТВ-боксов. Смарт-ТВ-бокс это вообще, конечно, идеальное решение для онлайн-просмотра. Но бывает такое, что люди накупают стики. Вот я хочу, например, использовать стик. Да, и вот тот же самый Xiaomi Mi Stick. Он очень слаб для TorServe, но имея дома вот такое вот устройство, фактически это компьютер, вы сможете на нем поднять и TorServe, и Plex Media сервер. И здесь также есть DLNA сервер, FTP сервер, торрент закачка, торрент качалка. Плюс вы это все можете, вернее, получать доступ к этому всему по всему миру. Вот так вот. Поэтому давайте мы сейчас с вами возьмем ноутбук, рассмотрим, какие существуют NAS-сервера. По крайней мере, я буду рассматривать сейчас Synology, а потом я просто-напросто включу и покажу уже наглядно, как я взаимодействую, допустим, как это выглядит интерфейс, потому что очень многие думают, что NAS-сервер это сложно. Это именно сложно, и вот ты купил NAS-сервер, что с ним делать? На самом деле это очень легко, все просто. Я покажу пример его использования, допустим, при взаимодействии с компьютером, его интерфейс управления. Ну, давайте так, вот если брать совсем просто, смотрите, у него сзади есть два USB 3 порта, есть LAN-порт, есть система охлаждения. Если мы посмотрим с вами внутри, то здесь у меня стоит HDD драйв, вообще пыльный, постоянно работает. HDD драйв, ну, теперь немножко по-другому. Это самый простой, самый бюджетный такой бомж-NAS, как я его называю, бюджетный NAS-сервер, потому что здесь один диск, один отсек, при этом здесь вы, конечно же, не получите RAID, но при этом вы можете здесь подключить, кроме этого диска, еще через USB 3 парочку дисков, они тоже будут доступны с достаточно большой скоростью. Давайте его сложим и посмотрим, что же, какие они есть. Я сейчас на сайте Synology.
И смотрите, это линейка, которая на текущий момент существует. Вообще, если взять архивную, смотрите, то есть архивно, сколько их моделей было, а это сумасшедшее количество. Смотрите, список продуктов. Для домашнего пользования я бы, конечно, рассматривал серию Value. Это недорогая серия. Вот видите, DS118, в отличие от моего, уже пару серий прошло, на один отсек. И что вы видите, есть такие огромные NAS сервера, сумасшедшие, или DS220+, кстати, неплохой. Огромные NAS сервера, при этом у больших серверов есть RAID, но в чем их особенность? Например, давайте рассмотрим DS118, ну вот самый, который бюджетный, я советовал бы для дома. Если сильно не заморачиваться, то первое, на что стоит обратить внимание, это его энергопотребление. 9,4 ватта это в режиме доступа, и в режиме гибернации 4,2 ватта. Вы представляете себе, в каком варианте ваш компьютер сможет обеспечить такую энергоэффективность? А все потому, что зачастую здесь используются, ну, допустим, в дешевой версии здесь используются ARM процессоры. И, допустим, пускай вас не пугает, что здесь 1 гигабайт памяти, то поверьте, для Tor-серва здесь более чем с головой. Мы обязательно потестируем. 100-гиговые торренты тягает только так. При этом последовательная пропускная способность более 113 мегабайт в секунду. Это в самом простом NAS сервере. А теперь вдумайтесь, ваш компьютер сможет через расшаренный диск обеспечить 113 мегабайт в секунду? Да ничего подобного. Смотрите, список продуктов NAS, я вообще этот вот сайт размещу в описании под видео. Вы можете пойти посмотреть, какие существуют NAS. Я, честно вам скажу, я собираюсь сделать небольшой апгрейд и взять либо DS220+, либо DS218 Play. Ну, 218 Play это вообще просто отличный вариант именно для мультимедиа. Смотрите, я вот сейчас его открою. Вот, это домашний центр развлечений. То есть, и смотрите, у него 16,7 ватт во время доступа. Ну, представляете, он может работать суточно, годами, и никакой компьютер с этим не сравнится. Все, ребят, смотрите, самые доступные, самые достойные для взаимодействия с вашей мультимедиа-системой сервера лежат в описании под видео, вернее, ссылки на проверенных продавцов. А мы с вами подписываемся на мой канал, нажимаем колокольчик и переходим уже, подключаем его и рассматриваем, как же с ним взаимодействовать. А потом я еще покажу, как я дома с ним взаимодействую, с моими смарт-телевизорами. Все, переходим. И у многих сейчас возникнет вопрос, что же делать с этим NAS, как с ним взаимодействовать именно в плане мультимедиа домашнего. Не буду рассказывать абсолютно все аспекты, но вы сейчас видите именно интерфейс. И мы сейчас в него зайдем, и вы будете удивлены. Ну, по крайней мере, те, кто не видел. Вы видите рабочий стол NASA. По сути, это отдельный компьютер. Я даже вот перепутал. У меня не DS115, это DS116. И смотрите, какой у него процессор. У него Marvell Armada 385, 2 ядра по 1,8. 1 гигабайт DDR3, то есть есть USB 3. И энергопотребление 10,6, ну 10,7 ватт. Можете себе представить. Но по сути это вот полноценный компьютер. Сейчас я закрою. Это полноценный компьютер со своими приложениями, со своим маркетом, типа центр пакетов, с файл-станцией, с download-станцией. Все это очень элементарно. Давайте сейчас по порядочку я вам расскажу, как с этим взаимодействовать. Некоторые не знают, как с ним работать, не знают, как работать, не знают, как его определять, не знают, как его настраивать. Ну, смотрите, например, есть такое приложение Synology Assistant. То есть вы там у нас имеете, установили Synology Assistant, и этот Synology Assistant будет заходить на него автоматически, вам достаточно будет просто-напросто ввести в него пароль и логин. То есть вот он, Synology Assistant. Вы также можете здесь открыть и промэпить драйвы, то есть подключить ваши драйвы. Ну вот смотрите, я сейчас введу логин и пароль, нажимаем Next и можем выбрать, вот смотрите, у нас сейчас здесь есть папки, мы можем взять просто-напросто выбрать папку с видео, нажать Next и подключить его как жесткий диск системы. То есть с помощью обыкновенного Synology Assistant нам даже не нужно будет морочиться. Смотрите, мы подключаем и имеем с вами обыкновенный жесткий диск. Ну, мы сейчас можем зайти в в мой компьютер. Заходим в мой компьютер и видим, что у меня подключился Drive X. Здесь мои, в принципе, фильмы. Я уже даже в таком варианте могу смотреть фильмы с жесткого диска. Но это просто жесткий диск. И вот, пожалуйста, идут фильмы, все нормально, выключаем. То есть этот диск у нас есть. Но теперь давайте так. Кроме того, что диск есть, у нас есть еще синхронизация по типу Google Drive. Все пользуются Google Drive. Вот у меня есть Google Drive 2 терабайтный. Но вы то же самое можете сделать с помощью своего Synology. Например, у вас там 2 жестких диска, 3 жестких диска. У вас Synology там покруче.
какой-нибудь, давайте, например, давайте выберем какой-нибудь Synology продукт, DS настройки, вот DS это настольные массивы, вот я бы предпочитал из них что-нибудь выбирать. И в принципе можно было бы выбрать, допустим, DS420, у него в принципе там и частот нормально, вернее и проц такой поинтереснее, и поддержка SSD кэша на M2, в принципе я бы его смотрел бы, либо из DS серии, из простой, ну DS 218 можно было бы, или 218 Play, ну или уже замахнуться DS418, тоже неплохой NAS сервер, недорогой, относительно недорогой, но он на 4 отсека для дома и офиса. У него 2 порта гигабитных, 2 гигабайта DDR4, пропускная способность 226 мегабайт в секунду, мегабайт на секундочку. То есть это вот уже в принципе можно разворачивать для маленького офиса, совместная работа в частном офисе, в реальном времени, потоковая передача данных на телевизоре, удобный доступ к файлам. И то есть вы купили такой себе NAS, открыли себе Synology Drive клиент, закачали, нажимаете Start Now, вот выбираем наш NAS сервер, он сейчас прям найдет. Вот, нашло. Выбираем свои данные, вернее, вводим. Нажимаем Next и по сути мы можем с вами выбрать синхронизация либо бэкап. Почему это разница между подключенным сетевым диском и вот этим вот Synology Drive клиент? В чем разница? Вот вы можете меня спросить, я вам объясню. Дело в том, что Samba диск это подразумевает, что он будет храниться только на диске, а Synology Drive клиент позволяет хранить и на вашем компьютере, и на Samba диске одновременно одинаковую, допустим, папку. То есть выбираем Sync Task, выбираем папку, которая у вас будет отвечать, то есть это будет Home Drive на вашем NAS, и у меня здесь будет Synology Drive. Нажимаем Done, и по сути мы имеем с вами Drive клиент. Все, мой компьютер Synology NAS. Он будет синхронизировать все эти самые папки. То есть вот открывается папка. Вот, пожалуйста, у меня там даже какой-то есть, какой-то файлик есть, сейчас откроем. Здесь машинки у меня. То есть я работаю с простой папкой, и она одновременно отображается и у меня на диске, и на серваке. Точно так же, как Google Диск. Вот он у меня, вот это вот Synology Drive клиент. Пожалуйста, я могу сюда закинуть прошивку для RAX E500. Она пошла синхронизироваться. Вот видите, пошла синхронизация. И уже на драйве, вот если я зайду сейчас на свой драйв Technozone, то есть я открою файл Station, видите, оно синхронизировано. Зайду в Home, и здесь вот есть папка Drive, то здесь моя RAX E500 появляется, прямо на этом. Это все круто. А в мультимедийном плане, смотрите, у нас есть здесь различные пакеты. Вот есть центр пакетов, это такой себе магазин типа Google Play, откуда вы можете устанавливать различные пакеты в виде приложений для этого самого NAS. Но если мы рассматриваем, что это компьютер, то, конечно же, мы можем здесь и почтовую станцию поставить, и LDAP сервер, мы даже здесь можем поднять, вот Synology Drive сервер включен, Synology Mail сервер, можем поднять Synology почтовый сервер, USB копии, видеостанция, WebDAV, можем WebStation. Вы видели? Вот WebStation. Мы можем с вами установить веб-сервер. Видите, вы можете, возможно, создать свой собственный веб-сайт и разместить на нем информацию. Кроме того, после установки пакета PHP вы сможете устанавливать, самостоятельно создавать динамические персональные корпоративные веб-сайты. То есть вы, по сути, можете хостить свой собственный сайт. То есть, вдумайтесь, вам не нужно платить за хостинг, вам не нужно морочить голову, придумывать, что с этим делать. Вот я сейчас нажму установить, да, там этот, и у меня будет своя веб-станция, настрою ее и все. Теперь, из того, что у меня установлено, что я использую в мультимедийном плане? Это Plex Media Server. Все, наверное, знают, что такое Plex, да? Аудиостанция, сервер мультимедиа, это DLNA, то есть фактически любой смарт-ТВ в любом месте сможет получать трансляцию видеоданных с этого сервера. То есть я дальше покажу. Теперь, что у меня еще установлено? Moments, это для сохранения различных фоток, я со смартфона иногда тягаю. Да, при этом вы же должны понимать, что это вся экосистема, она мультиплатформенная. То есть я вам в смартфоне тоже это покажу. Download Station у меня стоит, и знаете, что у меня еще стоит сейчас? У меня стоит Tor-сервер. То есть у меня стоит Tor-сервер, я могу спокойно, у меня, так как у меня стоит Matrix, то здесь внутри я не настраиваю, то есть я могу зайти на IP-адрес Tor-сервера, 31.243 и указать там 8090 мой порт.
То есть, видите, я здесь фильмы даже смотрел, то есть здесь есть перечень фильмов, которые я смотрю. То есть, по сути, я здесь могу управлять этим сервером, у меня стоит здесь именно Matrix, он абсолютно вытягивает любые фильмы. На 1 гиге DDR3, на вот этом вот самом процессоре. При этом он у меня его вытягивает на 2 телевизора одновременно. А если вы поставите себе NAS помощнее, то вы сможете создавать для себя наружный сервер, то есть сервер наружу из любого места создавать, допустим, из любого места черпать этот сервер, использовать. Что еще, допустим, как удобно? То есть я использую, допустим, стик какой-нибудь Chromecast 2020, где я прописал этот самый адрес торсерва и спокойно проигрываю. Это очень хорошо в паре с телевизором, например, с VPlay. Если мы используем VPlay и туда прописали торсерв, тоже не нужно держать постоянно компьютер включенный. Вы видели энергопотребление, да, сколько потребляет компьютер, сколько потребляет наш сервер. Вы можете, вам не нужно этот торсервер поднимать в смартфоне, вам не нужно его поднимать на ТВ-боксе. Вы купили какой-то дешевенький ТВ-бокс, и один NAS сервер у вас стоит. Вы здесь прямо все храните, эти все фильмы. Это удобно, тоже сейчас посмотрим, как это работает. Что у меня здесь еще стоит? Ну, Plex Media Server вы поняли, да? Плюс у меня есть Download Station. Download Station — это очень крутая торрент-качалка. Вот у меня здесь, видите, торренты, они закачаны. Я раздаю некоторые старые фильмы, например, про Марс. Я очень люблю этот фильм, поэтому вот именно они у меня стоят постоянно. Эти 2 фильма, одни из моих любимых, они стоят постоянно на раздаче. То есть на гиговом интернете. Я это не ставлю в офисе. Во-первых, у него гиговый LAN. То есть на более серьезных моделях, где есть 2.5, 10, я мог бы, конечно, поднять его на 10 и вообще со всей, скажем так, со всего мира получать доступ на огромной скорости. Теперь смотрите, как я взаимодействую, например, с ТВ-боксом, ну, с телевизором чуть позже. Я как раз сейчас подключаю Mikulka M2, хотя я уже прям вот начинаю, честно говоря, избавляться уже от ТВ-боксов. Ну, я использую, допустим, парочку. У меня стоит Yugus M6+, я его использую как сервачок в некоторых моментах. Давайте включим. Так, подключаем. Ну, сейчас мы выведем через грабер его, чтобы вы видели. Телевизор я покажу отдельно. Ну, пока он загружается, я вам покажу сейчас, какие сервисы, допустим, он поддерживает. Почему это является мультиплатформенной штукой. То есть, если мы с вами зайдем сейчас в файловые службы, то мы понимаем, что мы можем с вами организовать здесь SMB. Это Samba протокол. И вот, смотрите, SMB это, вот видите, ПК-проводник Windows. Мы можем просто-напросто взять вот этот вот адрес и в проводнике винды, видите, просто-напросто засунуть его и получить доступ ко всем папкам, которые есть у нас на этом сервере. То есть это удобно, само собой. Плюс мы можем включить AFP, мы можем включить NFS, это Network File Server, то есть NFS он намного быстрее, чем Samba. Ну, в частности, Yugus, например, поддерживает NFS, я там подключаю NFS и напрямую работаю как с диском. То есть я смотрю кино с него прямо напрямую. Есть FTP, то есть мы можем включить службу FTP без защиты, мы можем включить FTP с SSL TLS, мы можем здесь менять порты, мы можем включить SFTP, плюс мы можем включить TFTP. У нас есть AirSync, но AirSync это при взаимодействии с другого сервера Synology или сервера, совместимого с AirSync. Это, в принципе, нам в данном случае это не нужно. Также у нас есть поддержка Bonjour, SSDP и WS Recovery. Это позволяет нам работать, ну, вот AFP это само собой это с Mac, то есть в Finder я могу в Mac вбить этот адрес и получить доступ к тому же самому NFS серверу. То есть он универсальный. Это внешний сервер, который вам, по сути, выступает как универсальное средство. Теперь, что у нас здесь? Ну, то, что есть там терминалы, различные синхронизации общих папок, это все понятно. Наша цель не настройка сейчас на текущий момент и не установка каких-то плагинов, хотя, например, для того, чтобы получить торсерв для Synology, то есть торсерв Synology, давайте вобьем Synology, на GitHub есть. На GitHub есть, это 100%. И есть огромное количество различных инструкций в интернете, как их устанавливать. Ну вот, например, есть на GitHub tor-сервер, но здесь нужно через пользователя, хотя сейчас на текущий момент для tor-сервера есть конкретный пак, который просто устанавливается как приложение.
Вот, пожалуйста, от Vladlenes у нас здесь есть, видите, Vladlenes Synology Tor Server. Здесь есть пак для Synology. Вы можете качать для DSM 6 и DSM 7. Это операционные системы. То есть фактически вы отсюда качаете пак, заходите в релизы, Matrix 100. Вы качаете его как SPK файл и, ну давайте я вам уже, ладно, проведу такой момент. ARM 7 сейчас закачаем, заходим в DSM, заходим в центр пакетов, установка вручную, выбираем обзор, в загрузках выбираем TorServe, нажимаем далее. Ну, по сути, установка как на простом компьютере. Да, не содержит цифровой подписи, все. И TorServe у меня устанавливается. Все, но я не буду сносить свой TorServe, пускай мой работает, не хочу сверху. То есть установка любых пакетов сюда, она настолько элементарна, что она сравнима с установкой на обыкновенный Android TV Box. Сервер мультимедиа. Сервер мультимедиа вы увидите, ну мы можем его открыть, вы увидите, как это работает на телевизоре, и вы поймете. То есть вы представляете, вы включаете телевизор и получаете сразу же доступ к вашему NAS, при этом без ТВ-бокса, минуя. Так, мы сейчас на ТВ-боксе, давайте сейчас включим к сети, его подключим к какой-нибудь. И пойдем сразу же в TorServe, потому что основной мой вариант его использования это как внешний сервак TorServe, ну и плюс само собой, конечно же, фильмы с сервера. Давайте идем в TorServe Matrix, идем в сам по себе сервер, он сейчас найдет сервер в нашей сети, вот он нашел, 243, это Matrix 95. Нажимаем применить. И все, и у нас сервер сразу же подхватился с настройками самого сервера. Давайте зайдем еще раз в TorServe Matrix. Он должен, в принципе, вот содержит все мои... Видите, это еще и позволяет синхронизировать между устройствами весь мой перечень, который я смотрел. Например, я смотрю на одном, остановился, перешел на другой ТВ-бокс, либо приехал на работу, либо еще что-то. И могу здесь включить дальше тот же самый фильм. Ну, давайте как пример. Тот же самый аватар на 102 гига. Я вам этот покажу и дальше, как это взаимодействует с телевизором. Там тоже аватар мы запустим. Давайте. Ну, там я, правда, на другом ТВ-боксе запущу. Пошла закачка. Сервачок у нас работает. Можем, кстати, включить сам по себе мой TorServe. Давайте обновим. Что у нас там проигрывается? Где наш? Ага. Выберем сразу же плеерочек какой-нибудь, ну, конечно же, Vimeo, выберем Vimeo. Он пошел проигрываться, и мы можем увидеть с вами в диагностическом окошке, что TorServe абсолютно идеально здесь справляется с обработкой 100-гигового торрента. На самом деле, это просто-напросто идеальное решение, которое позволяет вам заменить мощные ТВ-боксы. Ну, у вас есть вариант либо купить мощный ТВ-бокс, либо купить, допустим, NAS-сервер и повесить на этот NAS-сервер тучу маленьких каких-то там стиков, ТВ-боксиков, еще что-то, и не думать, хватает у стика памяти, не хватает. Главное, чтобы стик, допустим, воспроизводил YouTube. Все остальное за него сделать Synology. Под LNA фильм раздаст, либо просто-напросто даст ему TorServe, именно внешний сервер TorServer, либо вообще не морочиться и на вашем, допустим, ну вот я покажу вам Smart TV LG, я включаю, просто даже не морочу себе голову. То есть вот, пожалуйста, работает. Ну, здесь темный момент, все, он будет работать. Во-первых, разгружается ТВ-бокс, и у вас получается овермощность для проигрывания торрента, то есть со всей серверной частью справляется Synology, со всей клиентской частью справляется сам ТВ-бокс, у него-то ресурсов больше теперь. При этом я, конечно же, не советую использовать вот такие дешевые решения, как у меня, хотя мне хватает. Вот серьезно говорю, мне более чем хватает. Ну, можем останавливать, в принципе, это своем. Мы видим, что буфер идет впереди планеты всей. Свернем, посмотрим, что еще мы можем делать. Мы можем просто-напросто зайти в обыкновенный, вот очень простыми, ну или в Vimeo. Мы можем зайти в Vimeo. Вот, пожалуйста, он видит мой Synology Drive, видео, и мои фильмы, вот они есть. Aquaman. Можем проиграть Aquaman прямо с Synology. Вот он проигрывается. То есть мне не нужно морочить голову, подключать к нему жесткий диск. Например, если у меня на моем Chromecast 2020 нет жесткого диска. Вот невозможно. Я подключаю его через Synology. Или вот что у нас там еще? Давайте. Ну, Красная планета, там 66 гигов. Мы проиграем прямо с моего NAS-сервера, не выходя, не заходя ни в какие, допустим, дебри. Вот, пожалуйста, все работает. Все работает. Теперь смотрите. Как и что еще я могу на ТВ-боксе сделать? Я могу зайти в Explore. То есть на самом деле
процесс реализации просто сумасшедший. Просто, то есть не процесс, а вот смотрите, у меня DLNA сервер, он сразу же нашел в Explorer. Вот он, Technozone Synology Drive Media сервер. Мы можем получить доступ к папкам, а также можем получить доступ через LAN сервер. Давайте нажмем и выберем поиск, пускай он их найдет, LAN сервера. Тот же самый Synology мой найден, Technozone. Ну, здесь нужно будет ввести логин, пароль. Также мы можем здесь найти его через FTP. Давайте добавим сервер. Ну, здесь придется его прописать вживую. Поэтому это вообще крутая тема. Но это все фигня. Самое классное, это как он взаимодействует с телевизором. Вот с телевизором это вообще отлично. Давайте переходим сейчас на телевизор, потом возвращаемся, резюмируем данный видос. Я думаю, что вам очень простым языком станет понятно, для чего нужен наш сервер и нужен ли он вам, определяться, конечно, вам. Все, перешли. Так, смотрите, по варианту взаимодействия моего с NAS сервером. Не обращайте внимания на Android TV, это Shield подключен, но мы сейчас рассматриваем, как выглядит взаимодействие NAS сервера с моим телевизором на Smart TV. То есть, если я сейчас выберу, допустим, источник сигнала, то мы увидим в источнике сигнала дополнительную папку Technozone сервер мультимедиа. То есть, по сути, нажав на этот сервер мультимедиа и выбрав фото и видео, я попадаю в три папочки, выбираю, допустим, то же самое видео, и здесь все фильмы, которые я закачивал. И теперь смотрите, я сейчас запущу, например, тестовый ролик. Видите, да? То есть я могу проигрывать даже очень тяжелые фильмы. Вот, пожалуйста, он в HDR включился, и мы здесь видим тоже абсолютно работающий вот этот вот самый фильм самого сервера. То есть он закачан внутрь на сервере. Это уже классно. То есть при этом он будет перематываться очень быстро. Взаимодействие с сервером через Wi-Fi, попрошу заметить, работает отлично. Вот, пожалуйста, все сработало. Давайте мы выйдем, попробуем он еще какой-то фильм проиграть. Вот, пожалуйста. Если бы у меня был здесь записан сейчас какой-нибудь фильм в Dolby Vision, то мы бы с вами получили бы еще и Dolby Vision проигрывание. Но ладно, есть как есть. Вот, мы с этим проигрываем. Но что еще можно делать на телевизоре с сервером? Ну, то, что есть Plex Media сервер, есть взаимодействие через Plex, это ладно. Меня как таковой Plex не сильно волнует. То есть, хотя он у меня и есть, но я в Plex ничего больше не закидывал. Вот, пожалуйста, есть Technozone. Видите, у меня здесь есть фильмы, то есть недавно добавленные фильмы, и вот что есть, то есть. То есть я просто для теста закинул парочку. Вот есть фильмы. Ну, здесь библиотека пустая, по-моему, во второй библиотеке у меня есть. Да, вот, пожалуйста, фильмы. То есть я могу получать доступ через Plex Media сервер на свой сервер, но это тоже не все. Смотрите, многие пользуются, давайте запустим просто так, многие пользуются Vplay через Media Station X, либо Fork Player. Смотрите, в данном случае Vplay, давайте я зайду сейчас в Vplay. Я сейчас вот вам покажу, смотрите, я иду в настройки в Vplay, и в разделе сервер у меня прописан IP-адрес моего NAS сервера, где установлен Tor сервер. У меня там установлен Tor сервер Matrix. Поэтому я сейчас спокойно могу без каких-либо платных серверов, без каких-либо проблем спокойно проиграть фильмы онлайн через Tor сервер. Давайте последний фильм, который здесь был, выбираю. Ой, это трейлер. Не-не-не, мне трейлер не нужен. Давайте выбираем именно правильный раздел и выберем чего-нибудь побольше. Давайте там какой-нибудь. Там, блин, его большого-то тут нет. Он там был 8 гигов максимальный. Ладно, любой. Запускаем и выбираем просто-напросто раздачу, которая нам позволит смотреть. Вот, пожалуйста, запускается на внешнем сервере нашего Synology. Вуаля, пошло проигрывать. Отлично. То есть отличный вариант. Но опять же, это не все, как взаимодействует мой Smart TV без ТВ-бокса. Без ТВ-бокса с моим NAS сервером. Допустим, если я выйду сейчас, ну давайте выйдем вообще в наш MSX и зайдем, например, в Fork Player. Ну, давайте через Fork Player кое-что сделаем. Очень многие любят Fork Player, очень многим не хватает, они используют NServe, платят за него деньги, ну да ладно. Здесь мы с вами, ну видите, у меня здесь раздача вот селезень есть. В самом Fork Player идем в настройки, у меня здесь тоже.
прописан сервер моего NAS. То есть мой NAS-сервер прописан в ForkPlayer. И я могу просто-напросто здесь проигрывать фильмы, торренты, большие фильмы, торренты, тоже без какого-либо N-серва, без какого-либо внешнего сервака. Ну давайте, вот тоже один из последних фильмов пойдет через... Ой, реклама. Ну вот что мне, конечно, не нравится в ForkPlayer, это назойливая реклама. Ладно, выключили звук и ждем. Вот, пожалуйста, пошел проигрываться наш фильм. Ну это же круто. Выходим. И при этом у меня на этом сервере работают все телевизоры, которые дома. По сути у нас, смотрите, здесь тоже можно реплей запустить. По сути у нас здесь сейчас имеется один центральный сервер, на котором можно смотреть фильмы, закачанные через UPnP, то есть фактически через DLNA. И можно смотреть через Tor-серв, который у нас поднят на нашем сервере. То есть вот именно такой вариант взаимодействия дома. Но это еще не все. Смотрите, дело в том, что могу управлять своим NAS, да, вот я сейчас дома, на моем Synology, вот у меня есть закачанных 4 фильма, которые раздаются сейчас, то есть я их оставил в качестве торрентов. Я могу управлять им с помощью Transdroid, а могу управлять с помощью, например, того же самого, вот, DSGET, который подключен к моему серверу, опять же. Мы видим те же самые раздачи и можем их добавлять, удалять и управлять этими раздачами. То есть, по сути, это тоже очень удобно. Если у меня на смартфоне, это вот тот вариант, как можно на смартфоне использовать с внешним сервером тот же самый Кинотренд. Смотрите, Кинотренд. То есть у меня есть Кинотренд, вот планшет, телефон. Я выбираю, например, фильмец для закачки какой-нибудь. Что такое сопротивление? О, норм фильмец, сопротивление. Нажимаю торрент, выбираю Blu-ray диск Remux и выбираю, допустим, тот же самый DSGET. Выбираю его в папку видео, для того, чтобы оно потом у меня сразу в DLNA выпало. И нажимаем добавить. Все, у меня сейчас пойдет загрузка этого самого фильма. То есть мы после того, как он загрузится, он у нас появится в вариантах выбора в самом DLNA сервере, именно в вот этом вот разделе Технозон сервер мультимедиа, и будет все прекрасно. Все, пускай закачивается. У меня также туда подсоединен, пожалуйста, Transdroid. Он сейчас тоже вот подхватил рутор этот самый, но пока он еще не закачивает, сейчас тоже начнет подтягивать пиров и раздающих. Ну, в общем-то, вот именно так я взаимодействую с телевизором через мой Synology. И думаю, вам это тоже не менее интересно, чем мне. Поэтому, ребят, выходим и продолжаем. Друзья, вы уже посмотрели? Ну, теперь смотрите, какие границы мы с вами открыли. Мы с вами имеем, так, ну давайте дропнем этот Tor-серв. Мы с вами имеем сервер, персональный сервер, который стоит, ну, там, каких-то денег, допустим, но он покупается не на один день, который является энергоэффективным и не тратит столько энергии, как, например, компьютер для организации там потоковой передачи, для организации ваших сетевых дисков, для организации хранилища. Ну, давайте учитывать еще то, что у нас взаимодействие из любой точки мира со смартфона, допустим, этот Google Drive юзаем и на смартфоне, и на вашем компьютере. И мы такой же Synology Drive можем использовать и экономить деньги. Я за 2 терабайтный, допустим, диск плачу, ну сколько, ни много ни мало, порядка $15 в месяц. То есть за 2 терабайтник, и при этом меня не устраивает ни скорость, ни то, что там многие файлы рубит сейчас этот самый Google Drive, который я использую в Smart TV боксах, просто рубит, говорит, там вирус, хотя, ну, какой вирус, допустим, в том же Antutu, да, мы знаем, из-за чего они все поссорились. Плюс я могу выгружать свои фотографии из любой точки мира прямо на свой Synology Drive, и все это будет работать. Если вы скажете сейчас о надежности, да, фактор надежности. Synology очень надежные сервера, и я бы советовал сразу брать сервера с рейдом, при этом ставить, ну, как минимум на 4 диска, организовать RAID-массив, все это сохранять для того, чтобы, если что-то случилось, вы могли жесткий диск поменять. То есть 4 диска, я думаю, что ничего бы не будет страшного. А важные файлы еще и бэкапить через USB, если вам мало чего-то. Ну или берите на 8 дисков. Вот я сейчас к нему просто подключаю по USB SSD-диск. Смотрите, просто подключил SSD-диск и спокойненько могу увидеть его в своем
сейчас он там определится, в своей файл-станции, вот, у меня открылась еще USB-шейер. И я могу точно так же с ним работать, с этим USB-шейером. Я могу зайти сейчас, смотрите, я могу зайти сейчас в Технозон, обновить папку, здесь появится USB-шейер, и этот USB-шейер сделать как дополнительный диск. Смотрите, подключить, где там у нас, подключить сетевой диск. Как диск Z у меня будет. Вот он. Это все простота, быстрота реализации и скорость. Вот в чем фишка этого самого Synology. Вы можете бэкапить, сохранять фотки, вы можете хранить там свой Synology Drive, вы можете все что угодно. Вы можете избежать непомерных платежей за хостинг, потому что вы можете хостить при наличии нормальной своей линии. Я на гигабите, я скоро переведу Технозон инсталлер конкретно на свой личный хостинг на Synology. Это будет удобно. Поэтому, ребят, смотрите, что вот в нашем резюме должно быть. Мы вам говорим, что NAS сервер — это необходимость на текущий момент развития сетевых технологий, развития мультимедиа, развития вообще всей этой инфраструктуры сетевой, и как бы без него не обойтись. При этом он мне позволяет экономить огромное количество денег на больших, допустим, облаках. Почему? Потому что здесь 2 терабайта, хорошо, я плачу там $15. Вы знаете, сколько за 10 терабайт я плачу? Я бы заплатил бы. Там уже цена идет совсем другая. А купив Synology Drive, установив 2 диска по 10 терабайт, я бы организовал уже, допустим, себе сетевое хранилище для работы, для одновременного доступа своих сотрудников, чтобы мы работали над проектами одновременно. И это удобно. Плюс у меня доступ для телевизоров, для ТВ-боксов, у меня хранилище фильмов, у меня раздача, закачка фильмов. То есть я взял смартфон, еду там, посмотрел, ага, фильм вышел, да, там тот же самый Кинотренд, как я могу использовать на смартфоне, закинул, он скачал, я посмотрел. Все, я там с утра там сидел за завтраком, ага, фильмец новый вышел, закинул через Synology Get, да, вот этот вот, либо через DS Get закинул, и все отлично. То есть он закачал, либо через Transdroid. А тут уже дело такое. Поэтому мы конкретно выступаем за NAS сервера. Это видео было вступительное, мы не делали конкретный обзор Synology Drive, но на нашем канале появятся NAS сервера. Появятся, и будем делать разные, и будем собирать из компов NAS сервера. Именно имеется в виду не из компов. Ань, дай, пожалуйста, там вот у нас материнская плата лежит. Например, если вы думаете, что NAS сервер дорого, то всегда можно собрать что-нибудь на энергоэффективных вот таких вот платах. Эти платы стоят очень дешево, особенно то есть это, допустим, на базе Celeron. Вообще это на базе Pentium. Это на базе Pentium с SATA контроллерами. То есть мы здесь можем собрать отличную штуку. При этом это будет классно тянуть и TorServe, и плюс операционные системы различного характера, построенные на разных платформах, существуют для вот таких вот решений. То есть я взял, допустим, микрокорпус какой-то, запилил туда эту плату, поставил 4 там жестких диска, ну сколько здесь SATA контроллеров, 4 жестких диска, и у меня будет свой NAS. И при этом он будет стоить дешевле, чем Synology. Да или из Китая что-нибудь заказать. Давайте, в общем-то, в принципе, мы на канале Технозон стартуем эру NAS, обзоры NAS, возможности NAS, и будем собирать NAS. А вы, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить эти все дальнейшие обзоры. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Ссылочки на Synology и лежат в описании под видео. И с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.